Добрый день, друзья! Сегодня готовим пирог с яблоками. Для приготовления нам понадобятся самые простые ингредиенты. Займемся тестом. Мягкое сливочное масло и сахар смешиваем миксером. Я сегодня буду делать это при помощи планетарного миксера. Беру насадку лопатка с гибким ребром и перемешиваю масло с сахаром до однородности. Не выключая миксер, вбиваю одно яйцо и хорошо перемешиваю. Все нужные пропорции я напишу ниже в описании к видео. Далее всыпаем сухие ингредиенты: щепотку соли, разрыхлитель и просеянную муку. Замешиваем тесто. Это очень быстрый процесс, потребуется буквально минута, чтобы замесить тесто. Оно получается мягкое, не прилипает к рукам и очень хорошо лепится. Тесто разделяем на две части. Только один шарик теста делаем поменьше, а другой побольше. Кладем тесто в пакеты и отправляем его в холодильник на 30-40 минут. А пока займемся начинкой. Нам нужно 6 крупных яблок. Очищаем их, удаляем сердцевину и натираем на крупной терке. Можно использовать обычную, ручную, но я, честно говоря, немножечко обленилась и использую для этого мой миксер со специальной насадкой. Так получается проще и быстрее. Также можно это сделать и в блендере. К яблокам добавляем молотую корицу и по вкусу сахар. У меня яблоки сладкие, поэтому я его не кладу. Хорошо перемешиваем яблоки с корицей, и наша начинка готова. Берем форму для выпечки. Размер моей формы 23 на 23 сантиметра. Застилаем ее пергаментной бумагой, так чтобы потом удобно было взять пирог за края бумаги и вытащить его из формы. Ну а теперь достаем большой шарик теста из холодильника и выкладываем его по всему дну. От теплоты рук тесто немного согревается, становится мягкое и пластичное. Бортики делать не нужно. Теперь поверх теста выкладываем натертые яблоки. Равномерно распределяем начинку. А ты уже поставил лайк? А сверху натираем второй шарик теста. Для удобства отщипываем по маленькому кусочку и трем его на крупной терке. Тесто по яблокам распределяем при помощи вилки. Так оно не будет таять от рук и склеиваться между собой. В таком виде отправляем пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь на свою духовку. Я пеку на обычном режиме, но главное, чтобы пирог сверху не подгорел, а просто подрумянился. Достаем пирог из духовки, даем постоять ему в форме минут 10, а затем перекладываем его на доску или тарелку и даем ему уже остыть полностью. Посмотрите, как легко я достаю его из формы при помощи бумаги. Нарезаем пирог на порционные кусочки и зовем семью пить чай. Пирог получается супер вкусный, в нем много начинки. Яблоко и корица – это идеальное сочетание. Это беспроигрышный вариант для любой выпечки. Пробуйте приготовить сами, делитесь рецептом с друзьями в любой социальной сети и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».